Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам. Я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно. Можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой наимилейший кардиган. Вяжется он максимально просто. Это самая простейшая модель кардигана, которую можно придумать. Он состоит только лишь из прямоугольников. Прямоугольник спинка, два прямоугольника, две передние половинки и два прямоугольника рукава. Именно в своем варианте я даже не делала обвязку ни манжетов рукавов, ни ворота. Но вы при желании можете сделать, я чуть-чуть попозже об этом расскажу. Просто пропустила здесь эластичную резинку. Хоть кардиган вяжется максимально просто, видео получилось немного длинное, лишь из-за того, что в течение всего видео я даю много советов, рассказываю вам какие-то моменты, останавливаюсь на них, поясняю, для того, чтобы вы связали данное изделие, либо немного другое похожее, идеально, чтобы оно у вас получилось таким же красивым, как и у меня. Этот кардиган, стиль вязки, чем-то похож на вот этот свитерочек, самое первое видео на моем канале. Что касается пряжи, это отличный заменитель мохера для тех, кто не любит мохер, кто постоянно чешется от него, кому он постоянно колет и так далее. Но кто хочет получить пушистые изделия, с таким эффектом дымки, они всегда очень выигрышные и всегда красиво смотрятся. Это пряжа от Artland, серия Classy, то есть это пряжа, которая с пайетками, микропайетками и люрексом, смотрится максимально мило, очень нежно, то есть не такие большие пайетки, прям они супер-супер маленькие. 50 граммов 240 метров, состав 45% норка, 20% мериносовая шерсть, 5% шелк, 20% нейлон и 10% металлик, то есть эти наши пайетки. Палитра цветов большая, выбирайте любой, который вам больше нравится. Мне, если честно, было очень сложно определиться с цветом, они мне все очень понравились. Также у производителя есть другие серии этой пряжи, например, если вы не хотите, чтобы в вашем изделии присутствовал люрекс, либо пайетки, можете присмотреться вот к этим сериям, тоже очень здорово смотрится. Также присмотритесь к другим товарам этого производителя, большой выбор крючков, спиц, другой виды пряжи. Ссылку на Валберес, где я покупала эту пряжу, я оставлю вам в описании под этим видео. Также загляните на страничку в Инстаграм к ребятам. Если у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно обращайтесь, они вам помогут. Ссылку я также оставлю в описании под видео. Также у компании есть свой сайт, где вы сможете оформить оптовый заказ на сумму от 10 тысяч рублей, и вы получите хорошую скидку на общий заказ. Ссылку я оставлю вам в описании под видео. И смотрите, что из себя представляет эта пряжа. Это одна нить, скрученная из вот таких трех пушистых нитей, и нить люрекса, на которой сидят вот такие микропайеточки. На солнце или при искусственном свете эта пряжа просто шикарно переливается, очень нежный блеск такой, ненавязчивый. Именно поэтому я выбрала эту серию Classy, то есть с пайетками и с люрексом. Весь свой кардиган я вязала в одну нить. При желании вы можете связать и в две нити. Он получится еще более объемным, намного теплее. Также, что касательно этой пряжи, чуть-чуть вам расскажу поподробнее. Если вы с ней не сталкивались, это вот такая пушистая пряжа, из которой, видите, такие волосочки торчат. Это пух норки как раз таки есть. Я уже вязала ранее из подобной, примерно такой же пряжи. Вот у меня, смотрите, фото до стирки и после. Мы обязательно будем стирать этот кардиган, либо любое изделие, которое вы свяжете из этой пряжи, для того, чтобы вот эти все волосочки вылезли, и ваш кардиган получился пушистый, красивый. Потому что, когда вы получаете упаковку с пряжей, видите, она не сильно пушистая, просто слегка торчат некоторые волоски, потому что их на производстве обрабатывают специальным раствором, чтобы они так сильно не пушились, чтобы вам во время вязания все это было удобно. А распушиваются они лишь после стирки одной, второй, либо даже третьей. Это абсолютно нормальная история для такого вида пряжи, поэтому если вы не сталкивались с этим, не переживайте, это просто особенности данного вида пряжи. Что еще хочу отметить, например, можно иногда где-то увидеть комментарии либо отзывы по подобным видам пряжи, что ой, у меня вся квартира в шерсти, у меня весь стол, рабочее место в этих волосках. Но если честно, нужно просто понимать, с какой пряжей вы сталкиваетесь, если вы не имели с ней раньше дела, либо если вы не понимаете, что это за пряжа, просто нужно адекватно оценивать. Я абсолютно точно знала, что это за пряжа, потому что, повторюсь, я уже вязала из нее. Мне абсолютно понравилось изделие, которое получилось.
Да, этим волосочкам нужно вылезти, потому что не все они закреплены настолько, что они не будут выпадать. Это то же самое, как и мохер. То есть, помните, этот же розовый свитерочек из мохера, похожий на вот этот чем-то. Потом из вот такой молочного мохера я вязала вот этот кардиган. Все отлично. В принципе, тоже выпадает, конечно, мохер, но это все терпимо абсолютно. Но мохера, видите, волоски намного длиннее. И как раз таки, вот видите, выпадает. Но это абсолютно нормальная вещь для натуральной пряжи. Я точно так же читала отзывы перед тем, как связать вот этот самый свой первый розовый свитерочек. И если бы я слушала все эти отзывы, все эти комментарии, которые чем-то недовольны были покупатели этой пряжи, я бы никогда не связала ни этот розовый, ни этот молочный кардиган, которым я очень сильно довольна. Изделия из вот такой вот ворсистой, пушистой пряжи получаются абсолютно другими, нежели вот из гладкой пряжи. Просто даже для интереса, для общего развития, чтобы поближе познакомиться с подобным видом пряжи, то есть с пухом норки, почитайте, посмотрите видео на ютубе. Свой кардиган я вязала крючком номер 7. Это достаточно толстый крючок для такой тонкой пряжи. Вы можете попробовать абсолютно любой крючок. Попробуйте 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Посмотрите, как ведет себя пряжа. Посмотрите, нравится ли вам вязание. Я изначально хотела такую воздушную, неплотную вязку. Итак, каким образом будем вязать? Я хочу связать самый обычный, самый наипростейший кардиган, который будет состоять только лишь из прямоугольников, потому что мы такой еще самый простой не вязали. Мы вязали с резиночками, вывязывали либо здесь по низу, либо здесь, а также по вороту. Мне этого делать не хочется. Мне вот хочется самый-самый простой и обычный вариант, потому что здесь пряжа и так сама по себе красивая, она будет забирать всю роль на себя. Смотрите, из чего будет состоять мой кардиган. Сначала я свяжу самый обычный прямоугольник, спинку, либо это квадрат у вас может получиться, это не принципиально. Далее от него я буду отталкиваться, вывязывать две одинаковые полочки, также это самые обычные прямоугольники. Здесь мы сделаем с расстоянием между ними, потому что если мы свяжем ровно пополам, ровно вот эту половину и эту половину относительно задней спинки, то вы обратите внимание, когда при надевании вот здесь в области шеи все вот здесь будет вот так подниматься наверх, именно чтобы исключить этот момент, мы делаем расстояние какое-то между вот этими полочками передними. И далее просто также вывязываем нужной длины наши рукава. Тоже это самые обычные прямоугольники. Вот смотрите, в развернутом виде. Спинка, две передние полочки и рукава. Вяжем мы по вертикали, поворотными рядами, сверху вниз. Смотрите, такая красивая вязка в виде косичек получается за счет чередования разных видов столбиков, либо одинаковых. Просто мы в каждом ряду, каждый новый ряд мы вяжем за заднюю стеночку косички. И за счет этого получаются такие косички красивые. Смотрите, вот это изнаночная сторона. Здесь нет косичек, такой другой рисунок немного. Примерно аналогичным образом мы вязали вот этот розовый свитерочек. Там у нас полотно как состояло. В одну сторону мы вязали полустолбики с накидом, а в обратную сторону также вязали полустолбики с накидом за заднюю стеночку петли. Далее вот этот шикарный кардиган Кучинелли. Каким образом там мы сочетали петельки. В одну сторону мы вязали соединительный столбик с накидом, в следующий ряд в обратную сторону также за заднюю петельку мы вязали соединительный столбик. Следующий ряд соединительный столбик с накидом, следующий ряд просто соединительный столбик. И получались вот такие красивые косички. Далее вот в этом жилете тоже мы делали косички. Там и тоже все просто. В одну и в другую сторону мы вязали соединительные столбики. Все эти три, как вы видите, варианта изделия выглядят абсолютно по-разному. То есть вы также можете придумать свое сочетание столбиков. Попробуйте провязать несколько вариантов на какой-нибудь обычной пряже, которую легко распускать, и посмотрите, какой вам больше нравится. Чтобы не повторяться, в этом кардигане я решила сочетать таким образом наши петельки. В одну сторону мы провязываем полустолбики с накидом, в обратную сторону, также за заднюю петельку, просто столбик без накида. Полустолбик с накидом, столбик без накида. Смотрите, также можно сделать три варианта манжета на рукавах. Например, первый мы свяжем просто обычный самый прямоугольник, и в конце, когда мы его зашьем по шву, у нас он получится такое большое отверстие, как на кимоно, и просто мы провяжем, пропустим через этот край обычную тоненькую нить резиночку. Мы уже с вами использовали ее. И вот у нас вот так он хорошо затянется. В принципе, вот этот вариант у меня и будет. Далее второй вариант. Вы вяжете также обычный самый прямоугольник изначально. Потом по вот этому мастер-классу вы выбираете любой вид резиночки и начинаете провязывать по всему краю рукава резиночку, делая убавки. Ну, то есть так, чтобы стянулся край вот этого рукава. Все, и у вас получится классная резиночка. Но учтите, что эта пряжа не очень хорошо держит резиночку.
То есть она у нас будет так чисто для вида, а поэтому в конце вам все равно придется вдеть какую-нибудь эластичную нить, для того, чтобы резинка красиво сидела на запястье. И еще третий вариант, как мы провязывали также вот в этом розовом джемперочке, либо вот как на кардигане Кучинелли, там уже идет как бы литая резиночка, то есть мы сначала вяжем вот это наше полотно и тут же начинаем вывязывать резиночку, потом в обратную сторону резиночку вяжем и начинаем полотно вязать. Тоже все очень просто, я сейчас напомню вам, как это все вяжется. То есть смотрите, у нас вот так мы вяжем полотно, сразу вот резиночку, мы ее вяжем чуть плотнее, поэтому у нас будет заужаться вот этот наш рукав, потом в обратную сторону наше полотно, потом обратно опять резиночку, опять резинку, полотно и вот таким образом. В отличие от мохера, эта пряжа очень хорошо распускается, то есть если вы где-то ошиблись, либо вам нужно распустить какую-то часть, вы с легкостью сможете это сделать. Начало вязания я вам покажу на небольших примерах, для того, чтобы мне не набирать большое количество петель, просто чтобы вы поняли, как это все вяжется. Что касается того, какое количество петель нужно набрать на свое изделие, на спинку, перед или на рукава, именно в этом случае с данной пряжей, либо подобной ей, либо там, где в составе больше 70-80% натуральный состав, мы обязательно должны связать какой-либо образец, например, вяжем 10 на 10 сантиметров, просто стираем его руками под проточной водой, можно с мылом, ждем полного высыхания и смотрим, насколько сильно усела либо не усела эта пряжа. То есть вяжем точно таким же крючком, точно таким же узором, как вы будете вязать свой свитер или кардиган. Потом смотрим, какое количество петель получилось, например, в 10 сантиметрах этого образца, и откладываем ровное количество вот этих отрезков в ту длину, в которую вы хотели бы вписаться. Вы это должны сделать обязательно. Я этого делать не буду, потому что мне не принципиально, какой длины получится мой кардиган. Я просто с расчетом, что пряжа усядет, провяжу его примерно на 5 сантиметров больше, длиннее от желаемой длины. В принципе, это действие нужно делать всегда, то есть вязать образец, потом стирать, высушивать, измерять. Но я этого не делаю, потому что я точно знаю, из чего я вяжу, как ведет себя пряжа. Я не боюсь, что она даст усадку, либо наоборот растянется. Именно поэтому я пропускаю этот этап. И вы, если не очень хорошо разбираетесь в пряже, либо если вы взяли какую-то пряжу на пробу, да, там увидели в магазине, например, по скидке, и захотели ее взять, связать из нее что-то, и вы не знаете точно, как она поведет себя после стирки, после ВТО, обязательно проделывайте этот этап, стирайте, высушивайте и смотрите, как ведет себя пряжа. Как я уже сказала ранее, начинаю вязание со спинки. Для своей спинки я набираю 81 воздушную петлю, это уже с одной петлей подъема. Вы набираете свое количество. Делаем закрепительную петельку. Будем вязать не туго, а также я хотела расслабленную такую вязку вязать, пышную, воздушную. Вы можете вязать, как вам больше захочется. Например, я вяжу 7 крючком, а даже если бы я взяла 6 или 8 вязки, разницы в вязке, в принципе, вы бы не увидели. А здесь главное на глаз смотрите, как у вас получается, насколько ровные петельки одинакового размера. То есть этот процесс нужно контролировать. То есть пробуйте, вяжите. Сначала одним крючком посмотрите, как вам нравится вязание получается, либо как вам удобно держать крючок и так далее. То есть не обязательно вязать вот этот джемпер именно 7 крючком. Пробуйте разные. Набираем цепочку самым обычным образом. Смотрите, такой совет. Цепочку, именно воздушную изначально, не затягивайте сильно, потому что в процессе, когда мы будем вязать свободную вязку, как правило, у нас она получается более затянутая, а потом, когда вот мы вяжем основное полотно, она у нас получается достаточно широкая, и то есть она у нас получится вот эта деталь достаточно кривая, сильно стянутая к вот этой воздушной цепочке. Поэтому тоже контролируйте этот момент. И еще такой совет, когда мы вяжем таким более воздушным образом, замеряйте длину вашей воздушной цепочки. То есть вот вы, например, связали, да, вот я связала 81 петлю, вот так положила ее, не растягиваю, и замеряю сантиметром, сколько у меня получилось в длину. У меня она получилась 72 сантиметра. Это нам очень пригодится, когда мы будем вязать два одинаковых передних прямоугольника. В следующий раз для наших передних половинок мы можем набрать воздушную цепочку более расслабленно, либо наоборот более туго, и тогда у нас она получится, сильно будет отличаться эта деталь от спинки. Она может получиться либо больше, либо меньше. Поэтому вот замерили, она у меня составила 72 сантиметра. И потом, когда я буду вязать передние два прямоугольника, они у меня должны быть тоже плюс-минус 72 сантиметра в длину, воздушная цепочка. Сегодня нам обязательно понадобятся маркеры, так что не забывайте про них. Смотрите, мы провязали воздушную цепочку и сразу же начинаем вязать наше полотно, переворачиваем бочком, и первый ряд мы будем провязывать за вот эти вот задние получившиеся перемычки. Первый ряд я вяжу полустолбик с накидом, делаю накид. И вот со второй перемычки от крючка, вот она первая, вот вторая. Провожу в нее крючок, вытягиваю нить, 3 петли на крючке, одной рабочей нитью провязываю через все 3 петельки на крючке. Первую всегда отмечаем. Далее делаем накид в следующую перемычку,
Первый ряд, как всегда, не очень удобно, потом будет легче. Продеваем крючок через перемычку, 3 петли на крючке и одной рабочей нитью через все 3 петли. И таким образом мы провязываем до конца ряда полустолбики с накидом. Подошли к концу цепочки, не забываем про последнюю перемычку, вот она самая последняя. Делаем всегда в конце каждого ряда делаем одну воздушную петлю подъема на следующий ряд, переворачиваем вязание всегда в одну и ту же сторону, либо так, чтобы у нас края вот здесь по бокам были ровные. И всегда вяжем со второй петельки от крючка, вот она первая, вот она вторая. Сейчас провязываю столбики без накида за заднюю петельку во вторую петельку. Продеваю крючок, вытаскиваю нить и через 2 петли крючком одной рабочей нитью. Первую петельку всегда отмечаем. Далее продолжаем то же самое за заднюю стеночку, провязываем столбик без накида. Не затягивайте, помните, что вяжем воздушное полотно. Далее то же самое, столбик без накида, за заднюю стеночку косички. И таким образом вяжем до конца ряда. Подошли к концу ряда, в самую последнюю петельку, отмеченную маркером, провязываем последний столбик без накида. Но в конце каждого ряда последнюю вот эту отмеченную маркером мы будем провязывать не за заднюю стеночку петли, а вот за всю косичку. Это нужно для того, чтобы вот наш вот этот край не был так сильно подвержен растяжению. Все, провязали столбик без накида, делаем воздушную петлю всегда в конце ряда, разворачиваем. И следующий ряд опять провязываем полустолбики с накидом. Делаем накид со второй петельки от крючка, вот она первая, вот вторая. За заднюю стеночку провязываем полустолбик с накидом. Первую петлю всегда отмечаем. Далее опять провязываем, делаем накид, за заднюю стеночку косички, полустолбик с накидом, накид, за заднюю стеночку косички, полустолбик. И таким образом до конца ряда. Опять подошли к концу ряда, в самую последнюю петельку, отмеченную маркером, провязываем нужный нам столбик за обе стеночки косички, то есть за всю косичку. У меня полустолбик, провязываем, делаем воздушную петлю, разворачиваем. И этот ряд следующий опять сделаем столбики без накида со второй петельки от крючка за заднюю стеночку, столбик без накида. Первую петлю отмечаем всегда. Далее продолжаем вязать столбики без накида, и так до конца ряда. Последнюю петельку провязываем в ту, которая отмечена у нас маркером, за обе стеночки петли, то есть за всю косичку. Столбик без накида, воздушная петля, подъем на следующий ряд, разворачиваем и вяжем опять полустолбики с накидом. Таким образом чередуем просто полустолбики с накидом, столбики без накида. Таким образом вяжем нужную ширину вашей детали. И вот смотрите, какая красота у нас получилась. У меня она не влезает, эта деталь, в кадр. Смотрите, я провязала 72 ряда, чередую полустолбики и столбики без накида. Смотрите, давайте для интереса замерим размер нашего прямоугольника, потому что потом мы будем его стирать. Посмотрим, насколько усела наша пряжа. В ширину у меня получилось 59 сантиметров, в длину 69 сантиметров. Еще такой момент, часто тоже задаваемый вопрос. А если вы набираете такое же количество петель, как у меня, это не значит, что у вас получится точно такие же размеры деталей, просто потому что у нас с вами разная плотность вязания. Смотрите, еще какой момент могу вам подсказать. Когда вы вяжете, например, вот сейчас покажу на примере рукава. Вяжете и видите, что у вас, к примеру, ну вот таким образом у вас чуть-чуть как параллелепипед, да, получается ваша деталька, а не как прямоугольник. Если у вас в ряду абсолютно точно ровное количество петель, что здесь, что вот здесь в другом месте, если вы видите, что размер петель одинаковый, ничего страшного, просто так получается из-за такой специфики сочетания вот этих вот петелек, полустолбики и столбик без накида. Просто вы подтягиваете вот так чуть-чуть в разные стороны. То есть подтягиваете, он вот сюда, да, уходит, вот, я подтягиваю вправо, все, отлично, он выравнивается, получается абсолютно ровный прямоугольник. Он еще больше и лучше выпрямится после стирки, так что не переживайте. И смотрите, у вас должны быть абсолютно ровные края, если вы все правильно делаете. Для этого нам и нужны маркеры, для того, чтобы вы не пропускали петельки ни в начале ряда, ни в конце. Так что обязательно ими пользуйтесь, потому что очень часто вы присылаете фотографии, у вас он вот такой, здесь больше, здесь меньше, не из-за того, что он вытянутый, а видно прямо, что края здесь больше провязали, здесь меньше. Если вы неопытный человек в вязании, новичок, вы обязательно должны даже поначалу считать каждый ряд. То есть вы связали 50 петель сюда, провязали сюда 50 петель, 50,
50, 50. И так считайте каждый ряд. Иначе у вас просто не будет получаться ровные красивые детали. Далее, смотрите, я приложила вот эти свои передние половинки. Связала я абсолютно по такому же принципу. Просто обычные два прямоугольника. На каждой из половинок я провязала по 32 ряда. Смотрите, ширину я замерила 24 сантиметра. Длина, соответственно, такая же, как и у спинки. Смотрите, тоже часто задаваемый вопрос, какое количество петель, рядов оставлять вот здесь для шеи, для хорошего облегания по шее. Смотрите, когда мы вяжем по вертикали, это не нужно расстояние вымерять никак, вы просто провяжите небольшую детальку здесь небольшую, прикладываете на себя, можно чем-нибудь скрепить, какими-нибудь булавочками здесь и здесь по плечикам, и смотрите, как это все выглядит. Например, если вы слишком мало провязали, он у вас будет спадать с плечей, то есть слишком здесь большой будет такой ворот, это вам не нужно. Но опять же, если вы планируете здесь обвязку какой-нибудь резиночкой, тоже это все нужно вот смотреть и примерять на себя. Но опять же, если вот мы, например, вяжем без резинки, как я, все это смотрите каждый раз. Надо, возможно, будет довязывать по чуть-чуть. Я точно так же делала. Каждый раз прикладывала, смотрела, сколько мне еще нужно довязать. То есть я вот в этом состоянии померила на себя, посмотрела, все очень классно, не спадает с плечиков и не прям сильно обтягивает шею, то есть она, вот эти нижние части снизу так не тянет все наверх, все отлично выглядит. Причем я тоже такой момент заметила, что из вот такой тоненькой, легкой пряжи, там, где у нас воздушное вязание, и, например, если мы вяжем какой-нибудь плотной пряжей из толстенькой, вот этот вот размер, величина вот этого, который мы должны сделать отступ от двух вот этих половинок, она будет абсолютно разная. То есть, например, вот эта наша пряжа, она такая легкая, она вот так не спадает с плечиков, и поэтому здесь расстояние нужно поменьше. А если в случае, когда мы вяжем плотной пряжей, более толстенькой нитью, там нужно чуть побольше, потому что она не такая, не так хорошо растягивается и так далее. То есть примеряйте каждый раз все на себя и смотрите. Далее приступаем к вязанию рукавов. Как я уже сказала ранее, у меня рукава это также самые обычные прямоугольники. Здесь я не хочу делать никакую резиночку, но вот могу вам предложить еще пару вариантов резинок. Например, вы вяжете самый обычный прямоугольник и прям вот с краешку начинаете вывязывание любого вида резинки, как вот я сказала вот в этом мастер-классе. Либо литая резиночка, как вот в этом мастер-классе, где вот мы вязали кардиган Кучинелли. То есть набираем нужное количество петель на воздушную цепочку. Первый ряд, как обычно, вяжем полустолбики с накидом, но не до конца. Так, сейчас первую петельку отмечаем. Но не до конца. Оставляем такое количество петель, сколько вы хотели бы, чтобы была ваша резиночка. То есть в том мастер-классе также вы можете перейти, я вам то же самое там, в принципе, объясняла. Давайте, например, я оставлю здесь 5 петелек недовязанных. Все, подошли к тому месту, где мы хотим, чтобы у нас была резиночка. И, в принципе, либо этим же крючком, если вам удобно, но я, как вот в том кардигане Кучинелли, вязала чуть-чуть крючком поменьше, для того, чтобы резиночка получалась лучше. И далее продолжаем именно вязать вот эту нашу резиночку с соединительными столбиками и чуть-чуть потуже, для того, чтобы у нас вот этот край, вот это, когда мы будем вывязывать, был более узким, чем вот это наше основное полотно. Также вот в перемычку провязываем соединительный столбик. Здесь также можно вот эту нашу петельку, которая обозначает начало резиночки, отмечать, если вы боитесь запутаться. Все, и вот так до конца провязываем соединительные столбики. Ну вот, например, у меня резиночка будет состоять из 5 столбиков соединительных. Последнюю провязываем соединительный столбик также. Делаем воздушную петельку подъема, разворачиваем. В обратную сторону до нашего маркера также провязываем нашу резиночку, также за заднюю стеночку, тоже соединительными столбиками. А вот у меня она 5 столбиков составляет. Со второй петельки от крючка за заднюю стеночку провязываю первый соединительный столбик. С этого края тоже отмечаем нашу первую петельку. Далее за заднюю стеночку второй соединительный столбик, третий, четвертый и вот пятый, самый последний, который отмечен маркером. Можно его убрать, чтобы не мешал. Далее продолжаем вязать в эту же сторону столбики без накида. Уже берем наш крючок обычный, для того, чтобы у нас вязание было пышное, такое же объемное. И продолжаем до конца ряда вязать столбики без накида. Как обычно, в конце ряда провязываем за обе стеночки петли, делаем подъемную петельку. Со второй петли от крючка вяжем полустолбики с накидом. Подошли к началу резиночки, меняем крючок на поменьше. И опять провязываем просто соединительные столбики за заднюю стеночку. Первый, можно его отметить. В принципе, если не хотите, можете не отмечать, если вы просто каждый раз считаете. Первый, второй, третий соединительный, четвертый и пятый.
последний с самого края, как обычно, привязываем за обе стеночки, для того, чтобы у нас этот край был не так подвержен растяжению. Также соединительный столбик. Петля подъема, разворачиваем и делаем все абсолютно то же самое. Как видите, у нас здесь получается такая резиночка, поуже получается полотно, здесь пошире. Все и таким образом вяжите нужное количество рядов. Но смотрите, также учтите тот момент, не затягивайте вот эту сильно резиночку, потому что, к примеру, если вы будете ее вязать очень плотно, к тому моменту, когда вы наберете нужную ширину вашего полотна, вы можете столкнуться с тем, что у вас вот эта резиночка из-за того, что связана очень плотно, не сходится на рукаве, а уже нужную ширину вашего рукава вы связали, больше вы не хотите. Поэтому вяжите ее слегка послабее, для того, чтобы вы могли ее затянуть вот так, чтобы она у вас сомкнулась на запястье. Опять же, даже если она будет у вас чуть-чуть провисать, потом мы просто по краю проденем эластичную нить, и все отлично будет держаться. Итак, связала 2 рукава. Смотрите, на свой рукав я набирала 55 воздушных петель, это уже с одной петлей подъема. Провязала 54 ряда, по размерам в ширину 46 сантиметров, в длину 40 сантиметров. И все, в принципе, мы начинаем с сшивания. Прикладываем спинку и 2 передние детали лицом друг к другу. Смотрите, чтобы косички смотрели вниз, не забывайте про это. И начинаем сшивание вот здесь сбоку. Итак, вот моя плечико. Смотрите, чтобы все сшилось красиво, косичка к косичке, вот просто вот так подсоединяйте. Соединяйте вот так косичка к косичке, то есть чтобы, смотрите, она совпадала с лицевой стороны. Вот я просто себе закрепила, чтобы это все не съезжало. Берем крючок поменьше, который вам будет удобно сшивать. Продеваем крючок в самую угловую петельку на одной детали, в самый уголочек на второй. Вытаскиваем рабочую нить, делаем закрепительную петельку и все сшиваем. Можно сшивать соединительными столбиками, тогда шовчик получится не такой большой, не объемный. И смотрите, продевайте в такие места, чтобы здесь не было такого большого отверстия. Вот, например, сюда, когда провяжем, лучше не сюда, вот как-нибудь продевайте между петельками, то есть чтобы, вот видите, например, получится маленькая петля, то есть чтобы не было больших отверстий. Продеваем в первую детальку, в спинку и провязываем соединительный столбик. Далее, вот это наше большое отверстие, вот там можно подхватить одну какую-нибудь петельку в это отверстие и в идентичное на противоположной детали. И соединительный столбик. Этот шов не стягиваем, чтобы он у нас не стягивал наши изделия на плечиках. Вот опять вот это, видите, большая петелька, арочка, можно так подхватить. С обратной стороны то же самое и соединительный столбик. Смотрите, что получается с лицевой стороны. Если все нравится, продолжайте сшивать. В конце, когда закончили сшивать, нить обрезаем и прячем на изнанке. Вытаскиваем хвостик и можно вот таким образом в шовчик его увести, кончик, и завязать на узелок. Если в процессе вязания у вас закончился моточек, просто на узелочек подсоединяем новую нить, завязываем на узелочка 2, чтобы он не распустился, и выводим на изнаночную сторону. И вот с лицевой ничего не видно. Далее сшиваем рукава также с изнаночной стороны. У меня это не поместится в кадр, слишком большой кардиган. Вот так раскладываем нашу деталь, находим на нашем рукаве ровно серединку, прикладываем эту серединку к плечевому шовчику. И вот по вот этому краешку просто вот сшиваем от одного края до другого. Вот для удобства я соединила плечевой шовчик и середину своего рукава, чтобы он у меня не съезжал. Все, и вот так аккуратненько начинаем сшивать. Продеваем в те места, в которые получится, и так, чтобы у нас не образовывались большие отверстия. Так, вот мы пришили наш рукав, и в принципе, не обрезая нить, чтобы было как можно меньше узелочков, можно вот так сложить пополам наш кардиган. Также с изнаночной стороны, и продолжить сшивать либо здесь по боковому шовчику, либо здесь по рукаву. Потом отрезаем нить и пришиваем от этого места до конца. Итак, вот что у нас получилось на данный момент. Вот рукава мы еще не обработали. И сейчас я хочу отправить наш кардиган в стирку. Я планирую простирать его как минимум 2 раза. То есть сначала я сейчас постираю, я попробую сразу же в стиральной машине. Если вы боитесь, что с ним что-то случится, не уверены, то стирайте в тазике, все будет нормально. То есть абсолютно ручная стирка с шампунем, либо с детским мылом. После первой стирки он у меня полностью высохнет. Я вам покажу, как распушилась пряжа. Для предыдущего свитера, связанного примерно из такой же пряжи, я покупала вот такое средство. Не обязательно использовать именно его.
Вот это средство хорошо отстирывает вот этот вот состав, который нанесен на пряжу, для того, чтобы она в моточках не пушилась, а была такой гладкой. Именно для этого мы и будем стирать несколько раз, для того, чтобы вот это средство хорошо отстало от пряжи, и наша пряжа раскрылась, распушилась. Также обязательно, конкретно я, всегда стираю подобные свободные такие свободно вязкие вещи, либо такие более ажурные в стиральном мешочке, чтобы это все у нас ни за что не зацепилось, не растянулось, как тряпка. Для первого раза я поставлю режим на 30 минут и с режимом снежинка. Если у вас нет таких режимов, лучше тогда стирайте в тазике ручной стиркой. Кстати, режим отжима в стиральной машине я использовать не буду. Эта рекомендация написана на этикетке у производителя. Просто после стирки кардиган я выжму хорошо руками. Вот сейчас запомним на данный момент, какой пушок у нее. И посмотрим, что случится после первой стирки. Итак, прошли сутки, кардиган полностью высох. Смотрите, камера, конечно, плохо передает, если честно, пушистость, но все волосочки, весь мех вылез, очень классный, такой пушистый, прям очень плохо передает камера. Ну, вот здесь видно, прям видите, какой классный мех, очень мягенький. Все петельки выровнялись, прям одна к одной, очень классно, мне нравится. Я хочу еще разочек постирать, точно таким же способом, и посмотрим, что получится после второй стирки. Итак, кардиган прошел 2 стирки, полностью высох. Смотрите, после каждого высыхания, если вы, например, несколько раз стираете, высохло у вас изделие, идем в ванну, аккуратненько несем, хорошенько стряхиваем его над ванной, прям очень хорошо трясем, чтобы все лишние волосочки, весь мех выпал. Также дополнительно снять лишние волосочки и больше распушить пряжу можно роликом для одежды липким, то есть она будет прилипать к ролику, дополнительно убираться ненужные волоски и также дополнительно вытащится волосочки, которые спрятаны внутри косички. Что касается размеров, у нас изменилась лишь только длина, то есть по длине, вот, например, по спинке и по переду у меня усел кардиган на 5 сантиметров. Это абсолютно нормальная история для такого вида пряжи, да и для других, которые дают усадку. И точно так же у меня подсели рукава, там где-то тоже на сантиметра 3-4. Я к этому была абсолютно готова, потому что раньше я много читала и смотрела видеороликов про ту пряжу, которая дает усадку, про вот эту пряжу читала, примерно похожую, там пухнорки и так далее. Точно так же у меня подсел и вот этот свитерочек, который я вязала из очень приближенной по этому типу пряжи. Так что не волнуйтесь, это абсолютно нормально. А также хочу что сказать, не любая вязка может давать усадку. То есть, например, если вы будете вязать плотнее, либо другой узор, у вас усадка, возможно, будет меньше сантиметров. Именно поэтому в начале видео я вам сказала, что нужно вязать образец. Также нужно понимать, с какой одеждой можно надевать такие изделия. То есть, знаете, например, бывают такие трикотажные штаны, брюки, которым абсолютно все липнет, независимо от того, это какое-нибудь такое пушистое изделие, то есть липнет абсолютно все. Пыль, какие-то мелкие волоски и так далее. Это касается и мохера, и вот такой пряжи, которая содержит мех. То есть надевайте, например, с джинсами, все отлично. Каким-нибудь гладким кофточкам, с куртками, все будет замечательно. Сейчас можно приступить к манжетам. Как я уже говорила ранее, я пущу просто по краю вот такую эластичную резинку, скорее всего в 2 ряда, просто чтобы она была попрочнее. Берем резиночку и иголочку. Даже если у вас нет такой резиночки, либо не хотите покупать, можно даже этой пряжей обойтись. Просто она, край будет не такой эластичный. С изнаночной стороны, прям по краешку, ну, чуть-чуть пониже, просто продеваем змейкой за те петельки, которые вот смотрят ближе к изнанке, которые расположены ближе к изнанке, чтобы резиночка не виднелась на лицевой стороне. Все, и так просто и змейкой продеваем в петельки по кругу. Манжеты готовы, и при желании, если хотите, мы можем сейчас обработать весь наш ворот просто какой-нибудь каемочкой, что-то типа соединительных столбиков, либо столбиков без накида, сами смотрите, как больше вам понравится. Сейчас вот прям с самого края подсоединяем крючок. Мы это сделаем просто лишь бы укрепить слегка наш край и, возможно, выровнять его получше, в зависимости от того, что у вас получилось после стирки. Почему я и не сделала это перед стиркой? Я хотела посмотреть, как поведет себя пряжа, что случится с полотном. В принципе, это можно было сделать и до стирки. Так, смотрите, подсоединяем в самый уголочек низа кардигана, вытаскиваем рабочую нить. И смотрите, я уже попробовала такой вариант. Я хочу не за всю вот эту косичку, да, вот, которая у нас по краю, а вот за заднюю стеночку. И тогда вот эту обвязку будет, в принципе, не видно, но визуально будет это все смотреться красиво. То есть, смотрите, вот косичка. И вот за заднюю стеночку провожу крючок и просто соединительным столбиком провязываю.
Следующая косичка. Тоже смотрите, насколько туго вам нужно вязать. Сильно уж прям сильно не затягивайте, чтобы вот так прям сильно не сжимался край. Ну и не сильно слабо, потому что, в принципе, толку от нее будет. Это нужно так, чисто вот, чтобы поровнее сделать край. Все, смотрите. Вот так с лицевой не так уж и видно ее. Вот так сбоку будет смотреться. И таким образом провязываем весь ворот. Вот я дошла до противоположного уголочка ворота. И сейчас я также хочу по низу сделать вот эту обвязку. Мне очень понравилось, как получилось. Воротничок прям хорошо приобрел свою форму. Если попробуете сделать такое, поймете, о чем я говорю. И здесь по низу, прям не отрывая нить, также продолжаем обвязку соединительными столбиками. Итак, мы сделали обвязку по всему вороту, по низу, край выровнялся, уплотнился, так что тоже обязательно попробуйте такой вариант. И что касается поясочка, вяжите абсолютно любой, который вам нравится. Я связала самый обычный прямоугольник, я набрала изначально 9 воздушных петель и просто поворотными рядами вязала также в каждом ряду за заднюю петельку просто полустолбиками с накидом. В одну сторону полустолбик, в другую и так далее. Набрала нужную длину. Хотите, вяжите пошире, а можно связать широкий и вот так в 2 раза обогнуть и здесь сшить по краям. Такой он объемненький получится, тоже очень красиво будет. Так что пробуйте вариант, который вам больше понравится. Пряжа полностью оправдала мои ожидания. Кардиган получился прекрасный, ровно таким, как я себе его и представляла. Так что не бойтесь экспериментировать, пробуйте новые виды пряжи. Всем спасибо за просмотр, всем пока!